Собака провалилась в глубокую ледяную расщелину и медленно умирала от холода. С каждой минутой ее силы таяли. Наверху маленький щенок отчаянно пищал, умоляя о помощи, но вокруг была только пустота и снег. И когда надежды почти не осталось, пришел тот, кого никто бы не ожидал. В глухой забытой деревне среди лесов и снежных полей зима приходила рано и не спешила уходить. Дороги заметало, тишину нарушали лишь ветер и скрип деревьев. Здесь жила бездомная собака, золотистый ретривер по кличке Лада, умная, спокойная и преданная. Рядом с ней всегда был ее маленький щенок, рыжий и неуклюжий, еще не знавший ни страха, ни холода. Они часто уходили за деревню к замерзшим полям. Лада знала эти места, но в тот день все изменилось. Ночью выпал свежий снег, мягкий и обманчиво ровный. Под ним скрывались старые трещины, затянутые тонким льдом. Лада шла впереди, осторожно принюхиваясь, но один неверный шаг стал роковым. Сначала под ее лапой тихо хрустнул лед. Она замерла, но было поздно. Поверхность резко треснула, словно стекло, и в следующую секунду снег под ней провалился. Лада попыталась оттолкнуться, зацепиться, но край осыпался. Она соскользнула вниз, ударяясь о ледяные стенки, и исчезла в глубине. Раздался глухой удар. Щенок замер, не понимая. Потом бросился к краю. Перед ним была глубокая темная расщелина. Из нее тянуло ледяным холодом. Снизу донесся слабый, болезненный лай. «Мама!» Он заскулил, попытался спуститься, цеплялся лапами за лед, но сразу соскальзывал. Он был слишком мал, слишком слаб. Щенок бегал вокруг, звал, но слышал лишь слабый отклик. Внизу Лада пыталась подняться. Она вставала, скользила, снова падала. Лед был гладким, стенки почти вертикальными. С каждой попыткой ее силы уходили. Холод усиливался, лапы щенка замерзали. Но он не ушел. Он сел у края и начал пищать. Все громче, все отчаяние. Его крик разносился по пустому полю. И его услышали. Мужчина шел через лес. Он остановился, прислушался. Снова тонкий пронзительный звук. Он изменил направление и пошел на него. На поле он увидел щенка. Тот подбежал, схватил его за штанину и настойчиво потянул к краю. Мужчина заглянул вниз. Там лежала собака. Живая, но без сил выбраться. Он огляделся. Ни инструментов, ни веревки. Только он и щенок. «Попробуем», — тихо сказал он. Он нашел крепкую ветку, снял ремень, связал их вместе, потом добавил шарф. Скинул вниз свою куртку, чтобы Лада могла зацепиться. Первая попытка — ветка соскользнула. Вторая — ремень не достала. Лед крошился, руки мерзли. Щенок метался рядом, скулил, но не отходил. Тогда мужчина лег на край, почти наполовину свесившись в расщелину, и опустил петлю ниже. «Давай, еще немного». Лада с трудом поднялась, попыталась зацепиться. Раз — сорвалась. Второй раз удержалась на секунду. Третий — она попала в петлю. Мужчина почувствовал рывок, уперся ногами, вцепился в ремень и начал тянуть. Медленно, через боль. Лед скрипел под ним. Еще чуть-чуть. И вот показалась ее морда, потом лапы. Последним усилием он вытянул ее наверх. Лада рухнула на снег, тяжело дыша. Щенок бросился к ней, пища от радости, облизывал ее, прижимался, будто боялся снова потерять. Мужчина сел рядом, устало выдохнул и погладил собаку. Живая. Он посмотрел на щенка. Молодец, не сдался. Ветер все так же гулял по полю. Но в этот момент произошло главное. Щенок не смог спасти маму сам. Но он не ушел. Он звал, и его услышали.